Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре у нас камера видеонаблюдения от Anbiux. Камера покупалась, как видите, с картой памяти 32 гигабайта. Значит, приехала в такой вот коробочке, немножко помята, но там внутри все целое, упаковано просто шикарно. Итак, по характеристикам. Камера заявлена у нас 4 мегапикселя, модель А18, линза 3,6 мм, питается камера 12 вольт, 2 ампера. В комплекте есть блок питания. Смотрим. Вот так, ребята, у нас все упаковано. Конечно, все было в пакетике, но я уже ее подключил, попользовался, потестировал. Есть вот такая инструкция. Линза была заклеена вот этой вот синей пленочкой. Все это я снял и оставил здесь. Ну, и, в принципе, кто знает английский, допустим, тут все просто. Значит, ребята, сразу хочу сказать, что камеру подключать я на видео не буду. Есть у меня плейлист, и там очень много камер, которые я подключал именно к этому приложению ICC. Так как камера работает с приложением ICC. Не знаю, как правильно читать, но я читаю так. В английском не силен. Скачиваем QR-код и скачиваем приложение. Все просто, как не знаю. Так, вроде бы все. Вот видите, такой вот четкий вспененный полиэтилен. Этой посылкой хоть в футбол играй. Все, ребята, давайте сейчас смотреть, что нам приехало. Значит, блок питания у нас 12 вольт 2 ампера. С таким вот разъемчиком. И с европейской вилочкой. Это указано на самой коробке. Бокс от карты памяти на 32 гигабайта. Монтажный набор для крепления камеры куда-то к потолку либо к стене. И, соответственно, герметичная муфта для RJ45 кабеля. Вот. Весь наш, в принципе, набор. Ну и, конечно же, друзья, сама камера, которая обладает кабелем питания. Мы подключаем сюда вот этот разъемчик. Разъемчик всегда советую заизолировать дополнительно. Либо термоусадочку натяните, либо изолентой плотно замотайте, если у вас он висит на открытом воздухе. Вот, и обязательно заизолируйте эту муфту чем-нибудь. Так, далее, как я уже упоминал, очень отличное решение. Это двойное крепление, будь то на потолок, под крышу куда-то, допустим, будь то на стенку. Шикарная вещь, продумано сделана. Обладает камера у нас двумя антенками. Очень прикольный дизайн в форме мячика. Видите, идеально круглый мячик. Вот. Но ко всем этим плюсам я нашел, друзья, и минус. Минус такой, что если повесить данную камеру у нас где-то на открытом воздухе, то, смотрите, нет у нас козырька. И, следовательно, если вдруг, а у нас зимы теперь такие, по крайней мере в Беларуси, что посреди зимы может пойти дождь, через час взяться мороз, и все это дело здесь обмерзнет. Это приведет непосредственно к поломке камеры. Вот там либо движок сгорит у нас от невозможности ее вращения, либо слижутся шестеренки, там пластик, по-моему. Вот как-то так. Но под крышей куда-то, если ставить, то это просто тоже отличный вариант. Едем дальше. Что у нас есть в самой камере? Есть у нас микрофончик. Вот отверстие. Давайте я в центр колечка его поставлю. Есть у нас, соответственно, линза. И есть у нас, друзья, 8 светодиодов. 8 светодиодов стоят по 2 в окне. То есть 4 белых и 4 инфракрасных. Так как камера у нас обладает подсветкой или прожектором. Как тут сказать, проще не знаю. Имеется у нас довольно громкий динамик. И, как я говорю, сердце камеры. Вот здесь вот под заглушкой. Вскрываем. Здесь у нас, друзья, есть слот под карту памяти. Непосредственно карту памяти вставляем надписями. Если вот так вот держать камеру, сверху надписи на карте памяти. И отверстие, и под которым у нас находится кнопочка сброса до заводских настроек. Не хочет никак фокусироваться. Ну вот. И там кнопочка видна. Сброс до заводских настроек. Значит, ребята, подключал эту камеру через точку доступа. Значит, что вам хочу сказать, что у меня очень плохой сигнал Wi-Fi. Очень плохо по Wi-Fi подключаются камеры. Но когда подключаются, уже работает отлично. Значит, ну опять же, связано это с очень плохим сигналом. Очень слабая скорость. Значит, всем рекомендую буквально подключаться либо по кабелю, либо как точка доступа. Все это вы найдете у меня на плейлисте, как подключить к этому приложению камеру. Все они, друзья, однотипные. Вот.
Подключаемся, допустим, к точке доступа, как я в моем случае делал. Потом сразу переключаем на Wi-Fi, указываем сеть, указываем пароль от сети. Все, камера у нас подключена. Никаких танцев с бубном делать не надо. То же самое касаемо и по кабелю. Вот, у кого проблема, допустим, с подключением по Wi-Fi. Камера у нас, друзья, обладает все тем же функционалом. То есть, как говорится, напичкана, ну, не максимально, но приближена к максимальному. Значит, вращение у нас идет 270 градусов по горизонтали, по вертикали 90 градусов. Камера может смотреть сама под себя. Вот. Ну и, наверное, друзья, все, что касаемо данной камеры. Сейчас, чтобы не лить много воды, мы ее включим, посмотрим, что она нам запоет. И пойдем повесим куда-то на улицу и посмотрим, друзья, картинки. Ночную и дневную. System starting up. Connect your router successfully. Ну, то есть, как я и сказал, динамик, видите, очень даже громкий. И идет самотестирование камеры, после чего она встанет в свой, так сказать, рабочий режим. Все, ребята, идем и смотрим картинки. Значит, ребята, повесила камеру. И вот такая вот у нас картинка. В принципе, насыщенная. Отличная. Максик, иди сюда. Иди сюда, малыш. Вот, даже котофея видно. Давайте попробуем немножко в телефоне все это дело приблизить. Вот, даже лицо кота, в принципе, можно рассмотреть, смотрите. Это при том, что это все дело я записываю с экрана телефона, друзья. Вот, все, в принципе, отлично. Значит, смотрите, ребята, какая картинка на улице, 6:30 вечера. Солнышка уже давно нет, пасмурно, но картинка у нас четкая и ясная. Ну и вот так у нас следит камера за нами в режиме автотрек. Вот, в принципе, я бы сказал, за эти деньги даже супер. Немножко наблюдаются подергивания такие, но камеры, но она, блин, следит. Вот. Хожу туда-сюда обратно. И давайте посмотрим, наверное, пятикратное увеличение. Допустим, наведемся на мой виноградник. Вот я тут стою. Ну и вот такая вот детализация у нас кирпичной стены и виноградника. Конечно, пятикратная цифра не сравнится с оптическим зумом, но что имеем, то имеем. За 30 баксов, грубо говоря, даже шикарно. Сейчас, друзья, переключимся на режим гуманоид детектор и посмотрим, что у нас предлагается там. Вот у нас выскакивает надпись, что гуманоид детектор не может одновременно работать с автотреком. Мы соглашаемся. Выходим. Так, стоп, не выходим. Не забываем, друзья, сохраняться. Вот кнопочка «Сохранить». Соглашаемся и «Сохранить». Без сохранения у вас ничего не получится. Выходим обратно на экран и смотрим, как нас будет камера определять. Вот она у нас берет в рамочку. Конечно, при присутствии какой-то из помех нас камера... Давайте зайдем вот за мою сушилочку, и, наверное, камера нас потеряет просто из виду. Да, как я и думал, сушилка препятствует. Хотя нет, вот напротив сушилки тоже меня поймала. Странно. Как-то сегодня я тестировал, она просто не ловила. Вот так же было. Ну, как только выхожу из-за сушилки, сразу, видите, она меня берет. Давайте посмотрим собачку. В полуприседе, все, собаку, допустим, не берет. Она меня принимает за собаку. А только стоит встать, сразу меня выделяет. Так, дожидаемся вечера и смотрим еще, друзья, ночную съемку. Вот такая картинка у нас ночью, друзья. Как раз собака, если вы видите, ходит, вот идет к теплице. Камера на нее не обратила внимания. Давайте я ее позову. Альмира, ко мне! Сейчас она будет пересекать как раз линию камеры. Альмира, ко мне! Вот, бежит, и камера на нее, видите, не сработала. Сейчас я выйду в зону видимости камеры и посмотрим. У нас камера стоит в двойном режиме освещения. То есть, как только она меня увидит, движение мое, она меня должна выделить и включить белые прожектора. Ну что, идем на камеру.
Вот опять, видите, не берет за сушилкой. Вот, нашла, взяла. Все как бы отлично. Всем привет. Все обнаружила. Альмира, ко мне. Сейчас позовем собачку и посмотрим, будет ли она выделять еще и собачку. Подойду ближе на освещение. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Так, собака как раз вам не видна. Она спряталась за... Короче, мы тут одним пятном с ней ходим. Что? Не вымазывай меня. Одним пятном ходим с собакой. И она меня не выделяет. Есть тоже зона тени, как вы видите. И такое большое пятно. Ну, что вы хотите, в принципе, от этих 4 маленьких светодиодиков. Ну, хотя освещает достойно. Вот она опять переключилась в режим черно-белый. И опять меня увидела и выделила и включила прожектор. Ну что, друзья, на этом, я думаю, всем понятно, как и что эта камера работает. Давайте попробуем мы еще сделать приближение. Я зайду хотя бы немножко в зону света. Ну и вот такое вот немножко размыленное. Ну, немножко, наверное, хорошо размылено. Но опять же, ребята, это цифра, это не оптика. Поэтому хотеть что-то от цифры особом тут мы не можем. Опять же, за эти деньги, я думаю, нормальный стоящий вариант. Ну вот как бы и все, друзья. Всем пока. Кого интересуют какие-либо вопросы по данной камере, можете писать. Что смогу, чем смогу, тем помогу. На то отвечу.